Друзья, я вас приветствую на канале Самоделки с Ренатом. В этом выпуске предлагаю вам посмотреть, как я сделаю несколько очень полезных вещей из пластиковых бутылок. А именно, сделаю из 5-литровой бутылки и из полторашки. Что получится, смотрите. Приятного просмотра, друзья. Поехали! Друзья, помните, в прошлом выпуске я делал контейнеры, висящие на стенке под саморезы, гвозди, различный крепеж. Здесь у нас используется обычная 5-литровая бутылка, уже готовая вместе с подвесом. Нам просто остается вырезать только отверстие. И полностью у нас получается вот такая висящая емкость под также гайки, винты, болты, саморезы, под всякую мелочь. Очень удобно. Ну а сейчас вместе с вами сделаю еще одну заготовку под будущий контейнер. Помните, я в каком-то из выпусков делал контейнер из 1,5-литровых бутылок, а сейчас я попытаюсь сделать из 5-литровой бутылки. И смотрите, что у меня получится, друзья. Ну что, как можете видеть, контейнер получился, все прекрасно, я доволен. Я думаю, вам тоже понравился и возьмете его на вооружение, друзья. Ну а следующая полезная вещица у нас будет делаться из 1,5-литровой бутылки. Очень полезная и многим понадобится, у кого есть свой огород, свой участок. Что получится, смотрите дальше, друзья. Конечно же, это не мной придумано, но у меня есть участок, и мне эта вещица пригодилась. Давайте не буду вас томить и немножечко расскажу. Этот вертушок у нас будет для отпугивания всякой живности, как с земли, так и с воздуха. Вот. Нам нужно расчертить 3 окошечка на 1,5-литровой бутылке и аккуратненько их вырезать. Ну а что получится, предлагаю посмотреть. Ну что, друзья, вот такой отпугиватель коротов у меня получился. Сейчас, когда я устанавливаю, ветра, к сожалению, нет, но вот он вращается легко от руки. При малейшем ветре он будет вращаться и создавать колебания. Соответственно, по арматуре эти колебания будут уходить в землю и отпугивать кротов. Также, возможно, будут отпугивать и птиц каких-то. Вот, а на этом у меня все. Мой выпуск подошел к концу. Подписывайтесь, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч в новых выпусках. Пока-пока.